Под действием некоторой силы тележка, двигаясь из состояния покоя, прошла 40 сантиметров. Когда на тележку положили груз массой 200 грамм, то под действием той же силы за то же время тележка прошла из состояния покоя 20 сантиметров. Какова масса тележки? Трение не учитывает. М1 – это груз, который положили на тележку 200 грамм. Первый путь, который прошла тележка, это 40 сантиметров. И второй раз она прошла 20 сантиметров с грузом. Надо узнать, какая масса тележки. Раз тележка движется из состояния покоя, значит, под действием силы она как-то движется равноускоренно. Для нее существует определенное ускорение. Состояние покоя говорит о том, что начальная скорость тележки будет равна нулю. Если на нее действует сила, значит, она будет двигаться с ускорением. Согласно второму закону Ньютона, можем записать о том, что сила, которая действует на тележку, это равна масса тележки и умножить на ускорение тележки. Груз дополнительный на тележку. Тогда, естественно, та же самая сила действует в то же самое время, равно масса самой тележки плюс масса дополнительного груза вот этого, что множится на другое ускорение. Отсюда можно определить ускорение отсюда и отсюда. Пока нам сила неизвестна, мы просто запишем, что А равно первое F делить на M, а второе будет та же самая сила, что делится на m плюс m1. m – это масса тележки, m1 – это вот этот дополнительный груз. Теперь давайте вспомним формулу равноускоренного движения. S равно v нулевое t плюс 1/2 at квадрат. В данном случае v нулевое равно нулю, потому что состояние покоя. S можно написать, что равно 1/2 at квадрат. В первом случае тележка под действием силы, одинаковой силы, она проходит расстояние 40 сантиметров. Можно записать о том, что S1 равно 1/2, а первое t квадрат. Это в первом случае, когда она проходит 40 сантиметров. Второй случай, когда S2 будет равно точно так же 1/2, только уже ускорение другое будет, потому что масса тут же поменялась на А2 t квадрат. Причем t у нас сказано одинаковое в первом и во втором случае. Что можно сделать здесь? Можем найти какое-то значение А. Давайте вот что. Для того, чтобы все это сделать, давайте разделим первое уравнение на второе уравнение. Смотрите, первое уравнение – это второе уравнение. Разделим левую часть на левую часть, правую часть на правую часть. Итак, запишем такие громадные дроби. S1 делится на S2 равно, здесь дробь 1/2 на А1 на t квадрат, здесь снизу 1/2 на А2 на t квадрат. Сразу что можно сделать? Давайте упростим это выражение. Смотрите, у нас 1/2, мы можем убрать, чтобы они нам не мешали. T квадраты тоже в них одинаковы. Вот такое получилось отношение интересное. А1 разделить на А2. Ну а теперь давайте разберемся еще с этим. Ну это у нас в сантиметрах. Стоит ли их превращать в метры или нет? Давайте посмотрим. Запишем вместо S1 значение 40 сантиметров, а вместо S2 значение 20 сантиметров. И равно А1 делить на А2. Посмотрите, сантиметры сократились, и не надо превращать их в метры. И это будет чему равно? А1 деленное на 2 будет просто двойки. А1 у нас будет равно 2А2. А теперь давайте посмотрим, чему же у нас равно А1. Вот оно, это А1. И вот у нас равно А2. Подставляем. Вместо А1 подставим его значение F делить на M. Равно получается 2. То множится на А2. А2 что такое? Делить на M1. M плюс M1. Смотрите, как F сократилось. Оно было неизвестно. Отсюда ушло. Единичка на M равна 2, что делится на M плюс M1. Здесь неизвестное m. Если знаменатель сделать общий, можно домножить на вот такое число. Единичка, что делится на m, что множится на m1 плюс m. Тут надо сократиться m1 плюс m, а тут сократится m. И так у нас получается m плюс m1 равно 2m. Что сделаем? Перенесем m сюда. Получается m1 равно 2m минус m. Поэтому m1 получается равно просто m. К чему мы пришли? Мы пришли к тому, что тележка весит столько, сколько весит груз. Поскольку m1 равно 200 грамм, это да, m тоже равно 200 грамм. Так можем записать, что m, масса тележки, равна 200 грамм. Таким образом, используя второй закон Ньютона по определению ускорения, которые подставили сюда пока сила, сказали о том, что она тут есть, но она одинакова в первом и втором случае. Потом, используя формулу, которая для равноускоренного движения, где начальная скорость равна нулю, определили о том, что времена у них одинаковые, и поэтому соотношение пройденных путей будет равно соотношению ускорения. Отсюда определили ускорение. Естественно, назад вернулись к тому, что, видите, как красиво сократилась сила, которую мы сказали о том, что есть она какая-то, она одинаковая в первом и втором случае. И вышли на то, что m равно 200 грамм. Такая же точно масса, как и масса груза.